Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас очень красивая шаль. Узорчик достаточно распространенный. Он всегда красиво смотрится. Всего лишь 2 рядочка нужно запомнить, чтобы связать такую красоту. 2 рядочка и повтор узора идет. Это в сложном виде у меня шаль. Оказывается, бывают шали квадратные. Знали вы про это или нет? Смотрите, вот она, шаль. С другой стороны, почему бы и нет? То есть, если ее сложить на плечах, то и, пожалуйста, сзади у нас будет как накидочка, а впереди 2 кончика, как шаль. Почему бы и нет? Но если хотите традиционную шаль, классическую, вот она, пожалуйста, тоже вполне хорошее расширение можно связать. А у нас еще к тому же есть такая вот схема, замечательная схема, и мы будем по ней вязать. Наша задача набрать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петелечек, что мы с вами и делаем. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В самую первую петелечку мы с вами вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. В это же место еще один столбик с накидом. И еще один раз. То есть у нас будет 3 повтора все время. 1, 2, 3. 3 повтора. И получится такая красивая квадратная шаль-накидка. Почему бы и нет, да? Шали бывают разные. Формы тоже. Вот, у нас получилось 1, 2, 3. 3 основы. Мы начинаем вязание. 3 основы. Набираем 1, 2, 3, опять 6. Запоминаем, что все время набираем 6 воздушных петель и столбик. Вот, через раз, да? Или в каждом, допустим, смотрите, не в четном, в 3, 5, 7. Все время начинаем вот таким образом. Так, а мы сейчас первый ряд провязали и второй вяжем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 столбика. Набираем 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и провязываем 24 столбика с одним накидом. 2, 3. Можно посчитать, сколько у нас в арочке будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 в арочке. Провязали 7 столбиков с одним накидом, 7 столбиков, а 8 в сам столбик. И опять в арочку 7 столбиков с одним накидом, а в столбик 8 столб, 8. Вот, поэтому считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 провязываем в арочку, а 8 в сам столбик. И точно так же в последнюю арочку провязываем 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А 8 провязываем в 3-ю воздушную петельку от самого начала. Вот такая основа у нас с вами получилась. Уже все красиво. Теперь наша задача провязывать каждое начало ряда нечетного. Вот таким образом. 6 воздушных петель, столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чтобы не мешалось, да? Поворачиваем вязание. И в этот же первый столбик мы провязываем вот сюда столбик с одним накидом. Воздушная петелька, внизу пропускаем 1, 2 столбика, а в центр
Вяжем 1 столбик, 2 и 3. Воздушная петелька, пропускаем 1, 2. В центр, вот этот центр нашего столбика, вот он, прям его видно. Мы провязываем 1, 2, 3, двойное, 1, 2, 3, двойной узор. Почему? Здесь у нас будет идти такое расширение. Вот оно у нас идет. Таким образом мы провязали самое начало, потом увеличение двойное, потом опять вяжем 3 столбика и опять увеличение. То есть у нас будет 2 увеличения, и можно, конечно, поставить маркер, чтобы мы потом с вами не забывали, что вот этот центр, и в этом центре мы провязываем двойной узорчик. Вот. Воздушная петля. Внизу пропускаем 1, 2 и вяжем 3 столбика с одним накидом, столбик в столбик, как есть. 1 столбик, 2, 3. Воздушная петля. 1, 2 пропускаем, и опять у нас вот он столбик идет с самого начала. Провязываем двойной узорчик. 1, 2, 3. Столбик с накидом. И 1, 2, 3. Столбик с накидом. И желательно поставить маркер в это же место, чтобы мы с вами знали, что это у нас увеличение идет. И в этом месте будем вязать двойной узор. Воздушная петля. Пропускаем 2 столбика, вяжем 1 столбик, 2 и 3. Воздушная петля. 2 столбика пропускаем, и в самое начало, в самый первый наш столбик, вяжем столбик 1, 2, 3 и столбик. Вот так должно получиться у нас. Такой вот у нас одно идет увеличение, второе вот такой у нас квадратный узорчик. Но если вы хотите связать просто шаль, то мы убираем одну часть. Вот вяжем 3 столбика и вот здесь вот 3 столбика. Все. И 1 центр. А если 2 центра, то получаем такую вот шаль-накидочку. То есть уже по вашему желанию. Идем дальше. Каждый четный ряд у нас начинается просто со столбиков. Мы вяжем в первую арочку 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. Это не считается за столбик. Теперь начинаем счет. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ниточку надо мне распутать. 6 и 7. Воздушная петля. И вот на 3 столбиках, которые у нас идут в следующем узоре, в центральном мы вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля и опять 7 столбиков. То есть вот такой у нас рядочек, очень легкий. Он будет чередоваться либо 7 столбиков и 1 столбик, либо галочка и 3 столбика. И все, это 2 узора, которые нам необходимо запомнить. Наша задача провязать 7 столбиков с одним накидом в первую арочку, столбик с накидом и 7 столбиков в другую арочку. Вяжем 1, 2, провязали 7 столбиков, по центру тоже столбик вяжем. И еще 7 столбиков, то есть 7 столбик 7. Воздушная петля. Там, где у нас 3 столбиков, вяжем только 1 центральный. Воздушная петля и опять повторяем 7 столбиков, столбик и 7. Вот такую вершинку точности. Вот такая красота получается. То есть там, где маркер, мы провязали 7 и 7. Дальше идем. Там, где 3 столбика, вяжем 1 столбик в центр. Воздушная петля. 7 столбиков с одним накидом. И в третью воздушную петельку, начального ряда, столбик с одним накидом. То есть 7 это само по себе. И столбик последний, он тоже должен быть. Начинаем вязание, как уже начинали. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание. В этот же в первый столбик вяжем столбик с одним накидом. То есть наша задача провязать абсолютно такое же начало. Вот оно у нас в третьем, пятом, седьмом и так далее. В нечетном ряду у нас будет всегда вот так начинаться. Воздушную петельку сделали. Раз, два, пропустили. И вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Это мы с вами уже проходили. Воздушная петля. В прошлом ряду у нас один столбик образовался. И мы сюда вяжем галочку столбик с накидом. Раз, два, три. И столбик с накидом. Вот. Воздушная петля. Раз, два, пропускаем. В третий столбик. Раз, два и 3. То есть мы этот узор с вами вязали уже. Воздушная петля. 2 столбика пропускаем в центральный столбик. Там, где у нас прям маркер стоит, вяжем столбик. Раз, два, три. Столбик с одним накидом. Раз, два, три. Воздушные петли. Столбик. Вот. Вот такая основа у нас будет. В следующем ряду просто 7 столбиков. 7 столбиков. Это мы с вами проходили. Повтор узора, да? Воздушная петля. 2 пропускаем столбика. 1, 2, 3. Воздушная петелька. Там, где просто столбик, мы вяжем столбик. Раз, два, три и столбик. То есть мы вяжем галочку такого плана. Воздушная петля. Раз, два, пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. То есть повтор, повтор и повтор. Воздушная петля. По центру, там где маркер, 2 столбика пропускаем, вяжем столбик. Раз, два, три. И узор очень легко запомните. Раз, два, три. Смотрится очень красиво, несмотря на простоту вязания. Раз, два. Пропускаем, вяжем раз столбик, 2 столбик, 3 столбик, воздушная петля. Там, где у нас один столбик, вяжем галочку. 1, 2, 3 и столбик, да? Воздушная петля. Раз, два. Провязываем раз. Столбик 2. Третий столбик. Воздушная петля. 2 столбика пропускаем. И в самый начальный столбик провязываем столбик. 3 воздушные петельки. То есть наша галочка, да? Раз, два, три. И в это же место вкалывания провязываем столбик. Вот такая основа у нас на изнаночной стороне. Все красиво. Вяжем раз, два, три. Разворачиваем вязание. И в нашу галочку провязываем 7 столбиков с одним накидом. То есть мы повторяем каждый четный ряд одно и то же. 7 столбиков в вершинке прошлого ряда, 1 столбик. Воздушная петля. 7 столбиков в вершинке, 1 столбик. 7 столбиков. Столбик обязательно. 7 столбиков. Воздушная петля, столбик. Все, то есть вот настолько простой узор, смотрите, чередуется первый ряд, там где воздушные петельки мы набираем, и просто столбики. Опять первый ряд и столбики. Опять первый ряд и второй, первый, второй, первый, второй. И получается вот такая красивая, интересная, на мой взгляд, шаль. Накидочка. Это может быть шалью, это может быть накидочка. Решать вам, что вам больше нравится. А я жду от вас комментариев. Обязательно пишите, как вы считаете, имеет место быть квадратная шаль, накидка, или все-таки лучше вязать традиционную треугольную. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до следующих встреч, потому что впереди много интересного. Не пропустите новое видео.